Приветствую! В поисках качественной визуальной новеллы в Steam я наткнулся на игру под названием Zero Escape. И честно говоря, эта игра заманила меня одним своим описанием. 9 людей похищены, заперты в незнакомом месте и вынуждены участвовать в дьявольской 9-ричной игре, устроенной таинственным гением Zero. Почему они здесь? Почему именно им приходится рисковать жизнями в убийственной игре? Кому можно верить? Ситуация все ухудшается, напряжение растет, и 9 незнакомцам нужно понять, как спастись, прежде чем они погибнут. Прочитав это, я моментально купил всю трилогию, и знаете что? Не разочаровался. Изначально выпущена на Nintendo DS в 2009 году и портированная на ПК со своим собратом Virtus Last Reward аж в 2017, завоевала любовь игроков. Да и на метакритике игра имеет довольно-таки высокую оценку, ввиду чего доверие к ней растет. И чему я был сильно удивлен, так это тому, что в России эта игра популярности не обрела. Но Джекари борется за идею, а не за просмотры, поэтому достаточно прелюдий, теперь немного о сюжете, ну и о самой концепции игры. Главный герой игры, Джунпей, спойлер, очнулся в каком-то неизвестном месте, похожем на каюту корабля. Ну и в какой-то момент в каюте начинается потоп, и наш герой пытается выбраться оттуда. Здесь и начинается побег из комнаты, о котором я расскажу чуть позже. Выбравшись из комнаты, Джунпей встречается еще с 8 людьми, тоже оказавшимися жертвами, которых похитил некий Зиро. Зиро рассказывает о правилах 9-ричной игры. Их цель выбраться с корабля за 9 часов. Чтобы выбраться с корабля, вам нужно пройти 9-ю, финальную дверь, которая, собственно, и ведет к выходу. Чтобы дойти до 9-й двери, нужно открыть и пройти 8 других пронумерованных дверей. За каждой из дверей может находиться специальная карта или ключ, который позволит добраться до следующих дверей, чтобы по итогу найти 9-ю дверь. Сколько ж тут дверей? Но чтобы открыть какую-либо пронумерованную дверь, вам нужно, чтобы общий Digital Root, вошедший в комнату, был равен номеру двери. Что же такое Digital Root? Digital Root — это сумма цифр суммы браслетов игроков. Лучше расскажу на примере. Нам дается 7-я дверь. Чтобы пройти в 7-ю дверь, нужно число суммы цифр которых дает цифру 7. А это, собственно, сама семерка, число 16, число 25 и так далее. Ну и забыл упомянуть, что в одну дверь должно пройти как минимум 3 человека, а могут максимум 5. Теперь пробегусь по персонажам. Эйс, персонаж цифры 1 на браслете. Спокойный, не глупый, уже достаточно взрослый человек. В некоторые моменты может и шуточку к месту отмочить и поддержать. Снейк, персонаж цифры 2 на браслете. В результате несчастного случая ослепший человек. Разбирается во многих вещах, похож на довольно-таки обеспеченную особу. Сента, персонаж цифры 3 на браслете. Любит лезть на рожон, в некоторых местах вспыльчивый персонаж, но вызывает лишь приятные эмоции. Кловер, персонаж цифры 4 на браслете. Самый младший среди участников игры, но при этом одна из полезнейших. Несмотря на ее возраст, сходу высчитывает все Digital Root, да и в целом проявляет себя с лучшей стороны во время исследований комнат. Джунпей, персонаж цифры 5 на браслете, главный герой. Джун, персонаж цифры 6 на браслете. Подруга детства главного героя, очень добрая девушка, которая старается не бросать никого в сложной ситуации. Севен, собственно понятно какая у него цифра. Огромный бугай, который не помнит своего прошлого, ибо амнезия. Как и Эйс, в подходящий момент может подбодрить главного героя. Лотус, персонаж цифры 8 на браслете. Молодая на вид девушка, которая ходит в достаточно своеобразном виде, но в целом рассудительная барышня. Ну и напоследок 9-й человек, как его все называют. Вкратце о нем — мясо. Бесполезнейший персонаж, который самоустранится еще в самом начале. Zero Escape, в отличие от той же Данганронпы, не идет на поводу у стереотипа «огромный значит тупой». Тот же Севен, при всей своей массивности, но настоящий амбал, оказывается одним из умнейших и одним из важнейших персонажей в сюжете. Именно он вначале предложил всем не раскрывать настоящие имена, а придумать прозвище, чтобы похититель не смог узнать о семьях и близких людях жертв. Данная визуальная новелла действительно удивляет своими нестандартными персонажами, но еще одним из несомненных плюсов является юмор. В отличие от второй Данганронпы, где юмор сводился к тому, что я хочу посрать, еще я тупой, потому что качок. В Zero Escape юмор более тонкий, хотя и местами бывают достаточно простенькие шутки. Hey, check it out. It's the symbol for Lotus. What? See? It's got the woman symbol, and then it's got the devil horns, right? Yeah, I see it. No two ways about it. That was a pretty good one, kid. Да, у меня своеобразное чувство юмора. Дабы меня не закидали тухлыми помидорами или еще чем похуже, скажу, почему я сравниваю именно с Данганронпой, которую я, кстати, обожаю. Обе игры от одной компании, Spike Chunsoft.
Обе игры вышли примерно в одно время, с разницей лишь год, и обе игры являются глотком свежего воздуха для жанра визуальная новелла. И раз уж я заговорил о глотке свежего воздуха, пора рассказать о главной фишке Zero Escape, а именно побег из комнаты. Персонажи оказываются заперты в определенной комнате, а чтобы выбраться из этой комнаты, нужно решить все головоломки и найти специальный ключ. И головоломки здесь не самые простые. Хотя и поначалу может показаться, что головоломки пройти это как 7 щелкать, но после пары улик, когда вам остается разгадать код чемодана, вы остаетесь в полной растерянности. Над многими головоломками мне действительно пришлось долго думать. Тут есть и просто найди тот или иной предмет, тут и мини-игры, тут и кодовые замки, пароли и многое другое. Хоть игра и является портом с Nintendo DS, да и сама по себе уже старая, выглядит она отлично. Портированная версия имеет более хорошее качество, были устранены все баги. Да и что самое потрясающее, весь сюжет озвучен. Не озвучены лишь моменты в квестах, что не критично. В этой игре 5 концовок. Да, сюжет тут нелинейный, и все тут действительно зависит от ваших выборов, а не как во всяком дерьме. Чтобы было проще выходить на другие концовки, создатели сделали древо сюжета, по которому вы можете передвигаться и выбирать нужную часть сюжета, если, конечно, эта часть уже была исследована вами ранее. И немного скажу о саундтреках, они здесь бесподобны, просто послушайте. Сильно способствует погружению в игру. Что могу сказать по итогу? Превосходная игра и превосходная во всем, начиная с саундтреков и атмосферы, заканчивая персонажами и сюжетом. Лично я в этой игре не нашел ни единого минуса, а я пытался. Ну а если кто-то из вас нашел минусы, то смело пишите в комментариях. Конечная оценка этого шедевра 9 из 9. С вами был я, Джекари.